В этом видео покажу интересную идею, как создать эффект парящих бусин-жемчужин в стеклянном сосуде, а также украшу этот сосуд в виде новогоднего подсвечника. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Сначала готовлю основание для будущего подсвечника. Из гофрокартона вырезала круг диаметром 18 сантиметров. А из вот такой пенополистирольной плиты я сделаю подобие кольца. Толщина плиты 5 сантиметров, но достаточно и 3 сантиметров. Нарезала 4 полосы шириной по 3 сантиметра каждая. Сначала склеиваю между собой по 2 полоски. При этом их разворачиваю, чтобы в итоге толщина площадки получилась 3 сантиметра. Обвожу контур картонного круга на пенополистирольную площадку. В центре у меня будет вот такой стеклянный сосуд-колба. Он с пробковой крышкой. И контур этой крышки, располагая по центру, я также перевожу на пенополистирольную площадку. Этот диаметр чуть больше диаметра донышка стеклянной колбы. И вырезаю по контурам 2 половинки. Сначала одну, а потом вторую. Теперь я придам верхней поверхности округлую форму, срезая выступающие ребра. Точно так поступаю и со второй половинкой. Получившиеся 2 половинки бублика мне нужно наклеить на картонный круг, но перед этим заклеиваю белой бумагой центр круга. Получилось вот такое основание. Полистирольную часть закрываю сизалевым волокном светло-зеленого цвета. Если нет сизали, можно просто закрасить акриловой краской зеленого цвета. Сизаль закрепляю вот такими П-образными скобами, которые сделала сама, согнув из тонкой проволоки. Для украшения композиции я буду использовать искусственные веточки и ягодки. Эти веточки в виде лианы я покупала в магазине Fix Price. Это хвойная веточка моего любимого производителя Blumentag. А такие ягодки я также купила в Fix Price. Возможные ссылки я оставлю в описании под этим видео. А эти букетики с бусинами сделала сама, и делаются они очень просто. Каждая жемчужинка наклеивается на кусочек тонкой проволоки. Проволока у меня толщиной 0,5 мм в белой бумажной оплетке. Размеры бусин от 5 до 10 мм. Использую прозрачный клей-титан. Затем получившиеся бусины на ножках собираю примерно по 10 штук в небольшие букетики. Ножку букета оборачиваю флористической клеевой лентой белого цвета.
Всего у меня получилось 6 букетиков. И теперь приступаю к сборке композиции. В середину основания устанавливаю стеклянную колбу. Лиану раскручиваю, а затем начинаю крепить на пенополистирольное основание. Закрепляю с помощью термоклея. Лиану закручиваю по спирали, постепенно поднимаясь ближе к стеклянной колбе. Всего получается 3 оборота. Но сверху еще остаются пробелы. Их заполняю отдельными веточками с лианы. Веточки креплю на острой зубочистке. Это позволяет без особого труда втыкать их в полистирольное основание. Хвойную ветку разбираю на отдельные лапки. В основании лапок проволока, поэтому их легко крепить в пенополистирол. Красные ягоды снимаю с ветки. И каждую гроздь закрепляю тоже на зубочистках. Гроздья распределяю на композиции. Также распределяю и букетики с жемчужными бусинами. А теперь приступаю к наполнению стеклянной колбы. Мне понадобятся вот такие шарики, которые называются орбис. Это гидрогелевые шарики, а продаются они в виде маленьких, на вид пластиковых шариков. У меня в пакетике 50 грамм. Примерно половину пакета насыпаю в 2-литровую бутылку, а затем заливаю горячей водой с температурой примерно 60 градусов. Делаю все по инструкции продавца. Ссылка на шарики также будет в описании. Примерно через 4 часа шарики выросли где-то в 10 раз. В процессе роста мне пришлось часть шариков пересыпать в другую бутылку, так как в одну уже не помещались. В стеклянной колбе будут плавать жемчужные бусины 3 размеров – 20 мм, 16 и 10. А такая светодиодная гирлянда будет подсветкой для всей композиции. Сначала на дно колбы насыпаю гидрогелевые шарики орбисы. В этот момент я думала, что светодиодная гирлянда будет внутри колбы, и я ее сначала туда опустила, но позже гирлянду извлекла, потому что эффект парения бусин перечеркивала тонкая проволока гирлянды. Казалось, что бусины закреплены на проволоке, и никакого эффекта нет. Поэтому вам тоже рекомендую гирлянду внутри колбы не использовать. Двигаемся дальше и помним, что гирлянда внутри лишняя. На небольшую подушку из шариков орбис выкладываю самые большие бусины. Следующий небольшой слой – это орбисы, а затем опять несколько бусин. И так продолжаю заполнять колбу, постепенно переходя от больших бусин к маленьким. Наполняю до тех пор, пока до края колбы не останется примерно 5 см. И теперь очень аккуратно начинаю заливать обычную воду комнатной температуры.
на этом этапе я поняла, что гирлянду нужно достать, что и делаю. Палочкой поправляю бусины и убираю пузырьки воздуха, которые задержались внутри. А всю светодиодную гирлянду распределяю между веточек. А еще можно зажечь и опустить в воду свечу. Это специальные плавающие свечи, которые создадут особую атмосферу праздника. И пусть этот Новый год будет для вас и для вашего дома действительно праздником, когда желание мира и любви – это не мечты, а настоящее. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии и делитесь впечатлениями. Они помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.